Жиль де Ре был соратником Жанны д'Арк, блестящим рыцарем, полководцем, родовитым аристократом, национальным героем Франции. Но прославило его не это. В памяти потомков он остался благодаря суду, который приговорил его к смертной казни. История запомнила его как маньяка, убийцу, колдуна и дьявола-поклонника по кличке Синяя Борода. Как он из маршала стал висельником? Был ли он реально злодеем? И что вообще произошло тогда во Франции в 15 веке? Попробуем разобраться. Сегодня у нас настоящий средневековый true crime. Жиль де Монмаранси Лаваль, барон де Ре, граф де Бриен, сеньор де Ингран и де Шанту. Родился он даже не с серебряной, а с золотой ложкой во рту в родовом замке в 1404 году. Ключевое слово здесь «Монмаранси». Это один из самых древних, богатых и политически влиятельных родов не просто во Франции, не просто в том веке, а вообще во всей французской истории. Когда Жилю было 11 лет, с разницей в несколько месяцев умерли сначала его мать, а затем его отец. Воспитанием мальчика занялся дед по материнской линии, крупный феодал по имени Жан де Краон. Своих детей у де Краона не было. Его единственный сын погиб в знаменитой битве при Азинкуре. Так что маленький Жиль еще в детстве стал наследником колоссальных богатств. Практических результатов у такого положения дел было два. Ну, во-первых, Жиль получил отличное образование, пожалуй, лучшее из возможных в средневековой Европе. А во-вторых, он рано ощутил вседозволенность. Абсолютную. Например, когда он захотел жениться, то просто похитил невесту, между прочим, свою кузину. Невеста ему понравилась, но не хватало приданного. Тогда была похищена еще и новоиспеченная теща Жиля. А дальше молодой зять и его опытный дед начали вымогать у женщины отказ от ее наследственных имений в пользу молодоженов. И в конце концов, вы знаете, добились своего. По итогам долгих месяцев судов и разнообразной уголовщины с похищениями, угрозами убийством и смертями свидетелей. Французский король этот беспредел, скорее всего, не одобрял, но поделать с ним ничего не мог. Шла тяжелая и очень неудачная для Франции столетняя война. Было просто не до этого. Так что могущественный де Краон делал, что хотел. А Жиль по мере сил у дедушки учился. В 20 лет молодой аристократ вступил в права наследства и был к этому моменту законченным и убежденным беспредельщиком, уверенным, что имеет полное право распоряжаться чужой жизнью и чужой смертью. Времена к этому располагали. Напомню, шла война с англичанами. Английские войска, как и французские, были истощены, но даже в таком виде представляли смертельную угрозу для Франции. Французы потерпели столько поражений, часто абсолютно нелепых, что у них развился настоящий комплекс неполноценности. Казалось, что Францию могло спасти только чудо, и такое чудо появилось. Жанна д'Арк, спасительница Франции. У нее была очень простая политическая программа. Ребята, Господь за нас, мне подтвердили голоса в голове. Поэтому давайте перестанем сидеть тут в тоске и депрессии и организованно нападем на англичан прямо сейчас. Именно это и требовалось. Французы начали выигрывать сражения не потому, что вдруг стали сильней, а потому, что поверили в себя и начали атаковать стремительно и энергично. Победа, как мы знаем, в итоге осталась за Францией. Жанна д'Арк, по общему мнению, была фанатичной идеалисткой. То есть тяжело представить двух людей, более далеких друг от друга, чем она и беспредельщик Жиль де Ре. Есть версия, что Жанна и Жиль были близкими друзьями, а романисты даже озвучивают версию о любви, но это, скорее всего, не так. Тем не менее, Жиль всегда был рядом. Он сражался бок о бок с Жанной, делил с ней все опасности, а также делал много незаметной, но важной работы. Например, занимался логистикой и организацией армии. Вместе с Жанной он присутствовал при торжественной коронации короля Карла VII в Реймсе. В 24 года он стал маршалом Франции, что абсолютно не сделало его лучше как человека. Жиль продолжал беспредельничать, совмещая страсть к грабежу с политическими интригами. Например, однажды напал на кортеж королевы Иоланды Арагонской из хулиганских побуждений и с целью выкупа, и чтобы подорвать влияние враждебной партии при дворе. Тем не менее, все это пока не выходило за рамки обычной средневековой жести. Времена-то вообще были мрачные. За рамки, причем любой эпохи. Жиль начал выходить в 1432 году, после того, как умер его любимый дедушка де Краон.
Например, однажды 12-летний подмастерье Скорняка отправился в замок Жиля Дере с мелким поручением, а по дороге исчез. Затем таким же образом исчезли еще несколько детей вокруг замка Дере. Один из приближенных Жиля, его кузен, заявил, что детей в качестве заложников увели англичане. Версия была странная, никто не понимал, зачем англичанам могут быть нужны крестьянские дети. Вскоре эти эпизоды начали повторяться со зловещей регулярностью. Мальчик приходил к замку Дере, устраивался слугой, или приходил просить милостыню, или передать весточку, и исчезал бесследно. Если у него были родители, им сообщали что-нибудь невразумительное. Например, купался, да и утонул. В реальности все было гораздо мрачней. Жиль Дере увлекся оккультизмом, а мальчиков приносил в жертву в ходе запутанных ритуалов. Это некоторое время удавалось держать в тайне. Но вот что с Жилем глубоко не так, стало понятно почти сразу после смерти его деда. Он бешено кутил, тратил гигантские деньги на показную роскошь. Огромная свита, шелка, дорогие подарки, личный театр с грандиозными постановками. Деньги он не считал вообще, и достаточно скоро они начали заканчиваться. Пришлось закладывать сначала драгоценности, а затем и имения. Дошло до того, что с подачи семьи Дере король специальным указом запретил Жилю продавать собственность. Дела при дворе тоже шли не очень. В ходе интриг победила враждебная партия, та, в которую входила королева, искренне ненавидевшая Жиля за историю с кортежем. Понятно, что политических перспектив у него после этого не осталось. Жиль по-прежнему считался маршалом, но оказался в опале и мог только сидеть у себя в имении и сходить с ума. В попытке как-то поправить свое финансовое и политическое положение он и решил обратиться к дьяволу. Свечи, факелы, оккультные круги, пентаграммы на полу, специальный гримуар для вызова демонов и, конечно, человеческие жертвоприношения. Полный набор. В какой-то момент Жиль всерьез собрался предложить свою душу сатане и составил соответствующий письменный договор. Но сатана на подписание почему-то не прибыл. Не явился он и во все следующие разы. Дере окружил себя странными личностями, включая, например, молодого мага Франческо Прилатти, беглого монаха, который выдавал себя за некроманта. Маг плотно присел Жилю на уши, а Жиль оказался удивительно доверчив в оккультном плане. Франческо разыгрывал для него сложные ритуалы и каждый раз рассказывал, что дьявол вот только что был тут, но сбежал буквально пару секунд назад. Вот ведь незадача. Это было бы смешно, если бы не человеческие жертвы. Например, в ходе одного из ритуалов Жиль с подачи Прилатти поднес дьяволу руку и сердце жертвы. В прямом, не метафорическом смысле. В замке Машкуль, где все это происходило, скапливались скелеты, тоже вполне настоящие, несколько десятков. Интересно, что все это время Жиль оставался ревностным и, я бы даже сказал, экзальтированным христианином. То есть он, с одной стороны, понимал, что делает вещи, которые при любых раскладах приведут его в ад, но, с другой, надеялся договориться с небесными силами и как-то замолить грехи. Ну, например, построил роскошную часовню, так называемую капеллу невинных младенцев. Он содержал за свой счет огромный штат священников, певчих, которые должны были сопровождать его во всех поездках. Причем 6 человек повсюду таскали за ним орган. Но договориться не удавалось. Над головой Дере постепенно сгущались тучи. Родственники, обеспокоенные его расточительностью, мало-помалу тем или иным способом отбирали у него родовые имения. Оккультные истории еще удавалось как-то держать в секрете, но вести себя лучше Жиль не начал. Например, избил и бросил в темницу одного священника, брата человека, которому только что продал одно из своих поместий. Логика с точки зрения Жиля была простая. Сначала деньги в обмен на поместье, а потом обратная транзакция поместья в обмен на брата. Проблема была в том, что покупателю такая сделка сильно не понравилась, а покупатель этот был казначеем Британии, то есть работал на герцога Британии, прямого сюзерена Жиля. Друзья, здравствуйте. Очень короткий анонс. 30 августа, в последнюю субботу этого лета, мы проводим первый фестиваль нашего журнала «Чтиво». Он так называется «Чтиво Фест».
пройдет в Москве на хлебозаводе. Что там будет? 3 секции. В первой секции я буду брать интервью в прямом эфире у разных интересных людей. Во второй секции будет гастрономическая зона. В третьей секции будет 2 музыкальных сцены. На одной будут молодые исполнители, на другой будут уже такие мэтры нашей эстрады, как сказали бы раньше. Я первых 2 музыкантов уже готов сейчас анонсировать. Это Валерий Сюткин и Найк Борзов. Музыкантов еще будет огромный список, поэтому успевайте купить билет. Хлебзавод не резиновый, туда не влезет больше определенного количества людей, поэтому билеты здесь по ссылке в описании. Жилю официально вкатили огромный штраф, а неофициально началось расследование, которое быстро пришло к выводу, что Жиль де Ре не только попутал берега, но и является насильником, убийцей и дьяволопоклонником. На исчезновение крестьянских детей по тем временам и дальше могли бы смотреть сквозь пальцы. Но вот горе-оккультист окончательно всех достал. И прежде всего достал других феодалов. Политической крыши у него к тому моменту уже не осталось. В сентябре 1440 года соратник Жанны д'Арк предстал перед судом по обвинению в 40 убийствах, содомии, дьяволопоклонничеству, чтении еретических книг и колдовстве. Тут же фигурировало письменное предложение о продаже души. Интересно, что пытки в ходе следствия почти не применялись. Жилю, в общем и целом, достаточно было показать инструменты, чтобы он во всем признался сам. Бывшего маршала Франции повесили, потом сожгли, потом вытащили из огня и закопали. Было ему в этот момент чуть больше 30 лет. Вместе с ним были казнены слуги, поставлявшие ему жертв, и это официальная версия. Чтобы оценить реалистичность обвинений против Жиля, нужно помнить о том, в какую эпоху все это происходило. Никакой полиции в современном понимании не было. Современных правил уголовного судопроизводства тоже не существовало. Тогдашние методы следствия сейчас привели бы самих следователей в тюрьму. Тем не менее, общее представление, например, о том, что людей не стоит приносить в жертву сатане, были те же самые, что и сейчас. Преступников ловили как могли и как умели, и часто эти преступники были виноваты. Даже если оставить эпоху за скобками, дело Жиля де Ре выглядит довольно правдоподобно. В квартире политика и миллиардера, страдающего тяжелым посттравматическим расстройством, загадочным образом исчезают люди, а полиция до поры до времени ничего не делает. Такое и сейчас относительно легко себе представить. Это не отменяет факта того, что смерть де Ре была выгодна многим. Прижали его именно тогда, когда это стало выгодно его конкурентам, а до тех пор королевские власти смотрели сквозь пальцы на все художества. Конечно, времени прошло много, и установить истину уже невозможно. В 1992 году автор очередной биографии Жиля де Ре даже устроил публичную акцию «Стилизованный судебный процесс», на котором Жиля как бы реабилитировали. Был ли Жиль де Ре реально виновен? Скорее всего, да. В пользу этой версии говорит комичная деталь. Согласно свидетельским показаниям, дьявол к Жилю так и не явился и вообще отказался иметь с ним дело. В сфабрикованных процессах о колдовстве обычно бывало наоборот. Например, свидетели по делу салемских ведьм в один голос повторяли истории о легионах духов и чертей, которых якобы видели своими глазами. Немецкий маньяк XVI века Петер Штумпф уверял следователей, что сатана не только явился перед ним лично, но и даровал ему способность превращаться в волка. Жиль же официально считался колдуном-неудачником. То есть материала на него набралось достаточно для приговора по более прозаическим уголовным статьям. История Жиля де Ре настолько поразила воображение современников, что ушла в народ и стала страшной сказкой, которая передавалась из уст в уста, пока ее в конце 17 века не записал знаменитый Шарль Перро. 2 столетия спустя популяризировал Жак Оффенбах, легенда французской оперетты. Реальный Жиль превратился в сказочного злодея, герцога Синюю Бороду, маньяка-аристократа, который убивает своих жен одну за другой. На этот сюжет есть десятки книг, фильмов и песен, включая соответствующий трек «Короля и Шута». И советский мультфильм, в котором Жиля озвучивал Михаил Боярский. Так вот, убийство жен – единственное преступление, в котором исторический Жиль де Ре совершенно точно не виновен. Он, конечно, похитил свою кузину и женился на ней, угрожая убийством, а потом примерно таким же способом заставил церковные власти легализовать этот брак. Но это была его единственная супруга, и она пережила своего страшного мужа. Он оказался примерным семьянином. Настолько, насколько это вообще возможно для психопата.